Заходи. Вот, пришел профессор. Профессор, прошу. Только туда. Все, ложись. Это ревнивый Ричи. Это спокойный Юля. А это Сёма. Добрый день, друзья! Сегодня напомню вам о грибных комариках. Видео о них выходило очень давно, лет 5,5 назад. Найти его крайне сложно, но грибные комарики никуда не исчезли. И чаще всего грибные комарики появляются, когда у нас влагоемкий грунт, когда влажно в горшке, и тогда начинают летать такие мелкие-мелкие насекомые. Они даже грибными комариками их назвать сложно, ну как мошки. Вдруг где-то пролетает маленькая черная мошка. Я вам покажу сегодня на примере вот такого цветка. Название не знаю. Когда вы хорошо просушиваете грунт, вот как здесь, вот видите, корни уже сухие и пора поливать. Но как только начинается полив, обязательно из грунта вылетает какая-то мушка. Ее очень часто путают с трипсом. Нет, трипс в грунте не живет. Живут в грунте грибные комарики. Но бывает такое, что грибной комарик вылетел и побежал по листику. И вот тогда его и путают с трипсом. Потому что он тоже черненький, маленький, но трипс, он больше похож на малюсенькую ящерку. А грибной комарик, он с крыльями летает. Трипс тоже бывает взрослый с крыльями, но он крупнее значительно этого комарика. Но так как они бегают по листикам, всегда возникает паника. Когда по листику бегает грибной комарик, паники возникать не должно. А вот когда он юркнул в грунт, вот тогда паника. Но не думайте, что все так страшно. С грибными комариками бороться значительно проще, чем с трипсом. Но все равно это опасное насекомое для наших орхидей. Листики грибной комарик грызть не будет. Грибные комарики живут в грунте. То есть для зеленой части орхидеи он не опасен. Опасен он для корней. И не сам черненький вот этот комарик, а его личинки. Он откладывает яйца в грунте, и когда из них вырастают личинки, они грызут корни. Вот это самая большая опасность грибных комариков. Мне даже кто-то рассказывал, мы начали пересаживать орхидею, а там черви, маленькие черви. Причем эти черви, они не будут ползать по грунту, они приползут к самой орхидее и будут ползать внутри по корням. Вот это самая большая опасность. Как поймать грибных комариков, которые летают, это тоже несложно. Продаются вот такие ловушки. Вот здесь, кстати, нарисованы эти грибные комарики. Их можно подвесить на полках, поставить в горшок, если у вас небольшое количество орхидей. Сейчас я вам покажу, как выглядит внутренность этого пакета. Здесь такая железная палочка, в которую можно вставить вот таким образом эту ловушку и поставить в грунт. Снять защитную пленку. Там очень липкий желтый слой, который привлекает этих грибных комариков. А можно вот за эти отверстия как-то подвесить. Это первое. Этим мы боремся с летающими грибными комариками. Конечно, если увидели, можно обработать грунт актарой, то есть налить раствор актары
И 10 минут пусть весь горшок постоит в этом растворе. Личинки погибают. А еще самый простой вариант – это спрей от насекомых. На флаконе в инструкции написано, что этот спрей борется и с паутинным клещом, и с трипсом, и с тлей. Вот на опыте этот спрей борется с грибными комариками. Больше ни с чем. Но опрыскивать нужно грунт. Сейчас я вам покажу. Во-первых, стряхнуть перед применением. И опрыскивать очень интенсивно, чтобы грунт промок на сантиметр. Вот так. И, конечно, это нужно делать, когда грунт в сухом состоянии. Вот этого будет вполне достаточно. Сёма ушел. Ну, он испугался, он боится спрея. То есть, если вы увидели, что из горшка вылетел грибной комарик, сразу опрыскали и наблюдаете. Но если у вас просыхает грунт, чаще всего грибные комарики погибают, и личинки погибают тоже. Им очень нужен, чтобы грунт был влажным. Тогда они там прекрасно себя чувствуют, подгрызают корни и растут, и превращаются в этих уже взрослых грибных комариков. Но если у вас грунт просыхает, чаще всего этого не будет. А вот такие орхидеи, как котлеи и все бульбовые орхидеи, где нужен все время влажный грунт, вот чаще всего грибные комарики там и появляются. Но, опять же, если вы очень часто и обильно поливаете орхидею, грибные комарики появиться могут. Но знайте, что с ними бороться очень легко и эффективно. Можно вот такими несложными методами, как ловушки и спрей. А когда вы не замечаете и не боретесь с этими грибными комариками, мне кто-то даже рассказывал, у нас их столько летало, что мы не знали, что с ними делать. Да, конечно, когда популяция огромная, у вас по квартире будут летать эти мошки, а вы не будете знать, откуда они появились. Вот из влагоемкого грунта могут появиться такие маленькие грибные комарики. Боритесь, и ваши орхидеи вам скажут за это спасибо. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.